Ну что, ребятки, мы уже проснулись, новый день, начинаем в работу на круизном лайнере, так что поехали. Ну, выходим из каюты и начинаем наше движение к рабочему месту. Также вот тут уже скинул свою стирку, видно, готовит стираться. И идем в основной наш коридор на круизном лайнере. Двигаемся к пульту, до него эти 5 секунд и открываем при помощи отпечатка пальца. Также у каждого на борту есть чувак с такой кружкой. Сейчас замутим кофе немножко. Как говорится, перед началом рабочего дня следует немножечко закинуться. Ну и как всегда у нас нет американо, поэтому мы просто разбавляем эспрессо водичкой и делаем его сами. Далее обычно проверяем имейлы, что написали со вчера. Делаем с командой хендовер и принимаем вахту. Далее, когда взяли обязанности, несем ее в районе 6 часов. Это наш офис. Здесь мы работаем. И по завершению утром возвращаемся в нашу конуру, чтобы переодеться и приготовиться к завтраку. Обычно на завтрак надо идти в форме, так как в офицерке не разрешают здесь ходить в кавероле. Ну и чтобы поесть, нам надо подняться всего на одну палубу выше. Ну что, друзья, и в среднем как-то так проходит первая часть рабочего дня на работе. Сейчас позавтракали. К сожалению, завтрак сегодня не смог снять, так как в портовской день довольно-таки много там народу. И сегодня мы ничего не делаем. Обычно в домашнем порту у нас не особо много работы. Так что сегодня мы пойдем снова в город и покажу вам следующую часть дня из города Англии, Саутгемптона. Ну что, друзья, как и обещал, идем мы в город, пройдемся. Как видите, вообще терминал полностью пустой, так как туристов больше не будет. Мы едем в драй-док. И драй-док произойдет у нас в Роттердаме. Там мы будем стоять в районе 3 недель. И делать основной ремонт, какой-то maintenance. Также инспекция, Lloyd придет на борт, кто знает, что это такое. И пройдемся по Англии. Я думаю, сегодня посетить музей Титаника. Я в нем ни разу не был. Заодно и вам подсниму сейчас что-то интересное. Сама Англия как Англия, ничего обычного. Мне она самому лично не особо нравится. Много беженцев, это движение с другой стороны не очень удобное. Типичная застройка. Кто здесь, кстати, живет, пишите в комментариях, как вам. А мне не очень. Лучше находиться у себя дома. Ну и доходим до самого морского музея Титаника, который находится в самом центре города. Ну что, друзья, в итоге попал я в музей. Мы пришли уже сюда. Билет стоит где-то 14 фунтов, но для команды, для нас где-то 11. И действует целый год. Сейчас мы посмотрим, что здесь есть, что она себя представляет и стоит ли сюда идти, я вам скажу далее. Вот на входе сразу встречаем одну из картин. Это Олимпик. Видите, похож на Титаник, как это все выглядело раньше. Здесь в порту в старые времена. Сам музей начинается в основном с такой выставки. Я не сразу нашел, что на втором этаже основная его часть. Пошел сразу по первому этажу. Здесь формы, в основном всякие стеллажи, показана история Англии, какие-то постеры. Как говорится, откуда начинался весь морской флот английской империи и их оккупация вокруг мира. И далее уже на втором этаже основной контент — это история Титаника, который отходил с этого порта в Саутгемптоне. Как вы видите на стене, это вся команда, которых нашли и числились в списках погибших. Ну, кто-то из них выжил, конечно. Далее идет капитан, кто управлял Титаником, и какие-то члены команды, тоже их история. Далее жизнь на борту. Как видите, это самая знаменитая лестница, на которой была выгравирована вот такая, как фреска для часов, где Джек встречал Роуз в знаменитом фильме. Вот она стоит здесь в полный рост. Вряд ли, конечно, оригинальная, скорее всего, копия. Также можно вот поуправлять, как симулятор игры. Встроены различные котлы, чтобы иметь видение, как они выглядели. Конечно, это больше для детей. И далее вот показана одна из кают 2 класса, как путешествовали люди. Ну и также вот вам для справки, когда я вернулся уже назад, Титаник стоял вот на этом месте, как раз напротив нашего лайнера. И вот отсюда он выходил в свое первое и последнее путешествие. Например, в фильме вы можете видеть, что когда съемка идет с носовой части, он отходит левым бортом от пирса.
Что, друзья, мы опять вернулись в нашу берлогу, как говорится, в нашу каюту. На этом мы будем заканчивать сегодняшнюю серию «Механика на круизном лайнере». Как в целом проходит один рабочий день. Как видите, сегодня не особо много что было, так как домашний порт, мы едем в драйдок. И если вам было интересно или есть какие-то новые вопросы, задавайте в комментарии, обязательно отвечу. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И подписывайтесь на ТикТок, на него есть ссылка в описании, в профиле. Там выходит видео каждый день в районе 2. Так что всем, друзья, пока и увидимся в следующих видео.